Ребят, привет! Еще 20-30 лет назад это блюдо было очень желанным на столе, в силу экономических причин в нашей стране. А блюдо это жареная курица или курица в духовке. В общем-то, за столько лет вариантов ее приготовления было огромное количество. Я сегодня приготовлю по-своему его. В общем, надеюсь, вам мой вариант понравится. Ну что, перед тем, как мы начнем, можете поставить лайк, подписаться. Погнали! Что нужно сделать? Как вообще я жарю курицу? Вообще, где-то на картинках, в рекламных буклетах вы можете увидеть, что курица поджарена целиком. Вся такая со всех сторон румяная, красивая. На самом деле это достаточно сложно сделать, если вы делаете вот в какой-то такой посуде типа противня. Потому что нижняя часть курицы, как правило, она находится в соке, в жиру. То есть она не зарумянивается. Даже если вы перевернете, спинка все равно раскиснет. Это надо либо на какой-то решетке делать, либо, я не знаю, еще как-то по-другому изгаляться. Я делаю просто. Я ее просто режу на две части. Укладываю внутренней частью вниз. И, соответственно, у меня все подрумянивается, все красиво. То есть целиком я ее не запекаю. Сейчас мы ее разберем, подзамаринуем и будем жарить. Отрежем там крылышки. Вот эти кончики ненужные, в них все равно мяса нету. Только мешаться будем. И аккуратненько по грудке сейчас располосуем. Здесь также по позвоночнику. Вот у нас получилось две части. Тут вот хвостик. В районе жопки шкуру эту лишнюю посрезаем, она нам тут не нужна. В общем-то, готова у нас курица теперь к натиранию специями. Что же мы будем, собственно говоря, использовать в натирании? У нас есть следующее. Паприка, черный перец молотый, кориандр молотый, хмели-сунели, соль, чеснок. Ну и в качестве, скажем так, связующего элемента я буду использовать немножко совсем подсолнечного масла и устричный соус. Элемент не обязательный. Вообще принято натирать курицу майонезом, сметаной. Что только ее там не натирают. Ребят, поверьте мне, самой курицы, в частности вот здесь, вот в районе задницы, видите, вот я даже немного подсрезаю жир, достаточно жира. И самое главное, в самой шкуре жира очень много. То есть она в собственном соку прекрасно запекается. То есть каких-то лишних дополнительных жиров, чтобы она там типа не пригорела, не нужно. Что теперь делаем? Теперь мы сейчас в мисочку это все свалим, наши специи. Выдавим чеснока немного. Если вообще курицу готовить правильно, да, то есть не изгаляться сильно, то это достаточно вообще не замороченное блюдо в приготовлении. Просто надо дать подмариноваться. Чуть-чуть масла, вот буквально немного, просто говорю, чтобы связать. Ну и для густоты всего этого дела я добавлю немного устричного соуса, чтобы был более вязкий маринад. Сейчас все перемешаем, натрем, ну и оставить желательно, конечно, на часок. Желательно на 2-3, как дело пойдет, как у вас время есть, чтобы это подмариновалось все. Ну все, не жалея натираем. Когда твой друг дебил, да? Алягер, ком алягер. Когда твой друг дебил. Так, натерли. Или натюрлих, как сказали бы немцы. Что делаем дальше? А дальше мы, собственно говоря, просто это все укладываем в подходящую посуду внутренней стороной вниз. Она тоже поджарится, будет вкусненько. Сразу в ту же посуду, в которой жарите, можете использовать. Ах, руки мои руки.
укладываю. Вот что-то у меня прям курочка в этот раз большая. И накрываем мы это все дело фольгой сразу. То есть первые минут 20 мы будем жарить ее под закрытой крышкой. Потушиться им дадим ей. Даже может 30. А потом уже откроем, подрумяним. Окончательно. Сейчас, собственно, накрываем. Ну, дадим часок-другой помариноваться. Кстати, как вы видели, посуду я не смазывал никаким маслом, ничего я не делал. То есть внутри того, что у курицы есть, жира будет более чем достаточно. Курочка замариновалась, сейчас убираем на 220 градусов под фольгой, минут где-то на 30, пускай она на 25 можно, пускай она там потушится. Потом убираем фольгу и, соответственно, зарумяниваем уже до корочки. Без конвекции, не высушиваем курицу. Давайте достаем курицу, время пришло, она готова. Вытопилось с нее много жира, пришло время снимать пробу. Я тут как смог подготовил натюрморт, давайте одну попробуем, вот так вот сделаем. А получилась у нас жареная курица. Берете, отрезаете себе, видите, сотничненькая в собственном соку. Отрезаете себе ножичку, поливаете каким-нибудь соусом. И пробуйте. Горячая, но вкусная. Вот так я жарю курицу, ничего особенного, но вдруг вам пригодится. Поэтому ставьте лайкушку, подписывайтесь на канал. Увидимся. Пока.